Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем свое чтение романа эпоса «Манас», написанного мною на основании варианта Сооронбая Орозбакова. В предыдущих передачах я вам говорил, что мною написано это произведение, состоящее в 5 томах. Вот они стоят перед вами. Они были первоначально написаны на кыргызском языке, затем я перевел их на русский язык. С вашего позволения я продолжу чтение своего романа. «Чтоб вам провалиться, калмаки!» – закричал тогда Манас. «Мы устроим вам конец света!» Он вскочил на коня и со своей рати бросился навстречу врагу. Как будто встретились небо и земля. Над бурой степью поднялся столб черной пыли. Между кыргызами и калмаками начался кровопролитный бой. Когда на исходе дня стало ясно, что врага одолевает, Нискаро обуял животный ужас. Да разве будет лев валяться на дороге, завыл от страха калмак. Зачем мне надо было бросаться на встречных поперечных, навлекая на себя беду? В это время к нему подскакал Манас, долго искавший его среди калмаков. Заметив, что он готовится ударить белым копьем, Нискара еще больше затрясся от страха. «Прощай, мой народ!» – громко закричал калмак. «Мне ничего не остается, кроме как ударить плетью коня, бежать в Коканчин, Китай». Изо всех сил хлестая коня, Нискара действительно попытался скрыться от врага. Не дав ему этого сделать, Манас ударил копьем в спину калмака. От мощного удара из поясницы Нискары стала хлестать алая кровь, и он медленно стал оседать с лошади. «Зачем я приплелся сюда, гонимый страданиями?» — горестно закричал Нискара, не в силах сдержаться от невыносимой боли. «Прощай, мой народ, с перебитой поясницей, прощай с тобой я. Мой верный конь Чабдар, спаси меня!» Нискара направо мчащегося, как стрела, коня наверх по заросшим кустарниками, непроходимым даже для оленей, тропинки, расположенные высоко над перевалом Алмалу. Бросившись за ним в погоню, неокрепший Акула вскоре устал. Не в состоянии догнать особо резвого Чабдара, он стал отставать. «Я все равно достану тебя, хоть ты провалишься под землю или убежишь до Бежина!» – бешенстве закричал Манас. «Или даже до края света, не убив тебя, или сам не погибну. Как я смогу вернуться обратно?» Разозленный богатырь стал хлестать Акулу плетью, но все было тщетно. Чабдар не дал себя догнать, вскоре исчез с поля зрения Манаса. Несмотря на это, он решил продолжить погоню. Но в это время на чунаке подскакал Жак, взял Акулу за уздечку. «Стой, сынок!» – повелительно крикнул он. «Отпусти, отец!» – отчаянно закричал Манас. «Я обязательно должен догнать Нискару». «Успокойся, сынок!» – стал упрашивать Жак. «Нискара давно ускакал. Твой конь еще молод. При всем желании вы не сможете теперь догнать матерого Чабдара. Не мучай зря Акулу и возвращайся со мной обратно». Как ни старался Манас вырваться, Жак не отпустил поводья его лошади и заставил его вернуться к войску. Когда они приехали обратно, стали свидетелями большого переполоха. Из-за гибели Басанкула, других прославленных богатырей и вельмож, позорного бегства Нискары, оставшихся живых, китайцы калмаки прекратили сопротивление. Они, дрожа от страха, поблескивая перепуганными глазами, просили пощаду кыргызов. «Отныне мы никогда не тронем вас», — клятвенно обещали они. Положив руки на голову в знак покорности, китайцы непрерывным потоком шли на поклон к аксакалам. После этого, по приказу Манаса, были освобождены плененным воином Нискары женщины Зайтамбая, а ограбленное им имущество было полностью возвращено сельчанам. Но они взяли весь свой скарб и пришли к Манасу. «Зачем вы все это принесли?» – удивился Жак.
Дорогие братья, низко поклониться кыргызам Дүйсенбай. Вы спасли нас от войск Искары. Если бы не вы, они отобрали у нас не только наш имущество, но и жизнь. Поэтому от нашего имени возьмите все это себе. Если согласимся, как вы будете дальше жить? Обеспокоенно спросил Жак. Была бы голова цела, волосы отрастут. Если будем живы, мы не такое имущество можем нажить. Правильно, братья, обратился к односельчанам, рассмеявшись Дүйсенбай. Правильно, правильно, зашумели все. Когда аксакалы промолчали, Дүйсенбай ответил Манас. Монголы, что с вами? Куда пропал ваш разум? Рассерженно спросил он. Если сейчас заберем ваше имущество под предлогом того, что отбили его врага, кем мы будем? В чем тогда наше отличие от ублюдка Нискары? Зачем нам нужно, чтобы про себя думать, что мы такие же разбойники и грабители, как они? Нет, богатырь, поспешно ответил Дүйсенбай. Никто не будет вас так называть. Мы все это дарим вам от всей души. Нет, отрицательно покачал головой Манас. Мы ничего не возьмем. Наоборот, возьмите у нас все, чего вам не хватает. Вы 3 дня плакали, так пусть теперь будет слышен ваш веселый, радостный смех. Вы действительно отказываетесь от наших даров? Раскрыл рот от удивления Дүйсенбай. Да, улыбнулся богатырь. Соберем все, что есть. Пусть окраинами ваших земель будут Учарал, а по бокам Каракум. Если ненароком нагрянет враг, дайте нам знать. Когда дойдет весть об уничтожении войск Нискары, Есенхан обязательно вышлет против нас своей армии. А до этого нам не стоит сидеть, сложа руки. Надо подготовиться к достойной встрече врага. Весь народ был удивлен щедростью и великодушием Манаса. После того, как награбленное имущество было возвращено чельчанам, богатырь стал решать судьбу попавших в плен китайцев. Он приказал казнить 86 человек, проявив особую жестокость и насилие в отношении женщин и детей. Остальные 6300 воинов были обезоружены, после чего отпущены по домам. Шло время, и Манас исполнилось 14 лет. Жизнь шла своим чередом. Прошла зима, затем весна. За ней пришло красное лето. Манас, которому наскучило валяться дома, в один из солнечных дней попросил отца разрешения поехать на охоту. Отец сказал ему: позвольте мне с товарищами съездить в Учарал, чтобы пострелять оленей, моралов, и воля развеется. Если хочешь, иди, сынок, согласился Жак, но будь осторожен. Ладно, отец. Манас, взяв с собой 7 товарищей, спуская гончих собак, ловчих соколов, отправился на 5-6 дней в Учарал, пропал без вести. Хотя всего от этого прошло 11 дней, ни одна живая душа не видела Манаса, даже не слышала о нем. Из-за этого его родители не на шутку переполошились. Что случилось с Манасом? Стал теряться догадка Жака. Где его носят? Если ты не знаешь это, будучи мужчиной, откуда мне, слабых женщин, знать об этом? Недовольно промолчала Чейка. Вокруг одни враги, а родственников народа у нас здесь очень мало. Еще больше встревожился Жака, не обращая внимания на слова жены. Истину говоришь, старик. Жак встал с места, стал задумчиво прохаживаться по дому. Затем он остановился перед женой. «Надо не сидеть дома, а искать Манаса», — сказал Жак жене. «Я пойду в долину и следую дорогу в Учарал. Необходимо найти следы пропавшего сына. Будь по-твоему». Получив благословение жены, Жак сел на Чунака и отправился на поиски Манаса. «Где мне теперь его искать?» — задумался старик, сидя верхом на коне. «Куда ушел мой негодник? Может быть, Манас выбрал дальнюю дорогу, шел к Шумураю, Алакулю, или же, озорничая, отправился к морю. Почему Манас так опаздывает?»
Обуреваемый такими тревожными мыслями, Жак проехал около часа. Внезапно перед ним из зеленого, поросшего длинными лопухами мелких камышей выскочили 11 всадников, одетые в синие кольчуги, вооруженные мечами, копьями и длинными винтовками. Они окружили старика. Их рослый, широкоплечий, испуганный начальник Бахбурчун схватил за удочку коня Жакова. «Стой, старик!» — повелитель сказал. «Ты кто? Куда едешь?» «Добрый день, богатыри!» Не вдавая страха, храбро ответил Жак. «Кто вы сами? Чего ищете? Зачем тебе знать, кто мы?» — рассердился Бахбурчун. «Мы ищем старика Жакова и его сына Манаса. Ты знаешь их?» «Боже, меня упаси!» — не на шутку перепугался Жак. «По внешнему виду это китайцы. Они неспроста спрашивают о нас. У них черные мысли». Взяв себя в руки, как Жак, ничем не бывал, сердито накинулся на Бахбурчуна. «Какие вы невоспитанные люди! Сначала представьтесь, как вас зовут, из каких мест вы будете? Зачем вам Жак Манас? Ответьте сначала на эти вопросы». «Эй, негодяй!» — еще сильнее разозлился Бахбурчун. «Ты что себе позволяешь? Кто ты такой, чтобы допрашивать нас? Пока не сдох, быстро назови свое имя». «Видно, придется мне раскрыться», — засуетился старик, черпав все уловки. «Но если скажу всю правду, могу попросить неприятную историю. Постараюсь обмануть китайцев и разузнать их тайну». Жак снял с головы белый потрепанный колпак и с улыбкой посмотрел на Бахбурчуна. «Не серчай на меня, богатырь!» — извиняющим тоном произнес он. «Не обычь такого дряхлого, вылезшего из ума старика. У нас гости сначала представляются, а потом только говорят о своей нужде. Поэтому я и хотел знать, кто вы. Не болтай глупости, скажи свое имя», — снова повторил Бахбурчун. «Иначе лишишься головы». «Скажу, богатырь, скажу», — широко улыбнулся Жак. «Меня зовут Бердыке. Ты знаешь Жакова и Манаса?» «Конечно, знаю. Нас, кыргызов, здесь очень мало. Мы все хорошо знаем. Если знаешь, скажи правду. Жаков тебе друг или родственник?» — подозрительно спросил Бахбурчун. «Откуда?» — махнул рукой Жак. «Лучше иметь врага, чем такого родственника. Жак — мой проклятый враг, соперник. Его сыну Манасу 14 лет. Мне все равно, увезете ли вы Жакова и Манаса или убьете их. Я, наоборот, буду рад этому. Скажите правду, ребята. Скажите правду, ребята. Почему вы их ищете?» Бахбурчун ответил не сразу, а уставился на Жакова. «Этот негодяй, кажется, говорит правду», — думал, подумал, — «или обманывает нас. Судя по внешнему виду, он еще тот пройдоха. Сказать ему все или нет?» Бахбурчун задумался на мгновение. «Буду честен с ним», — решил сказать. «Может, он действительно враг Жак. Тогда старик очень нужен нам человек. Но все равно надо еще раз спрашивать его. Почему ты продолжаешь выпытывать наш секрет?» — рассвирепел Бахбурчун. «Скажи мне, если ты враг Жакова, где его деревня? Веди нас туда. Сначала скажите, почему вы ищете его?» — настаивал Жаков. «Что ты за настырный человек?» — разозлился Бахбурчун. «Почему пытаешься узнать наш секрет? Не морочь нам голову пустыми словами. Если хочешь жить, веди нас в Жакова». У них в конец испортилось настроение. Жаков со страхом посмотрел на покрасневшее лицо Бахбурчуна. «Как бы это неверно, действительно не убили меня в гневе. Лучше мне по-добру, по-здорову отправить в нужное направление, избавиться от них и найти Манаса». «Хорошо, богатырь», — проговорил Жак, делая вид, что сдался. «Позвольте мне рассказать вам об Аиле Жак. Есть широкий склон горы под названием Тарбагатай. Если отправиться отсюда в путь, есть место под названием Теректу, до которого 2 дня пути. Зимовка Жак находится там. Если пойдете туда, можете легко поймать его и Манаса. Ты меня понял, богатырь?» «Да». «Если поняли, расскажите о себе, богатыри». Когда Бахбурчун невольно распрямился над упрямцем Жак, другие калмаки
также засмеялись за ним. Ох, упрямый старичок, ответил, перестав смеяться Калмак. Как бы мы тебе не угрожали, ты все равно стоял на своем. Ладно, если хочешь знать о нас, слушай. Мы китайский лазучик, собранный из разных городов Коканчина. Один из нас из Кумула, остальные из Камбыла, Мардана, Тарлана, Конгу и Жеркена. И Семкан хан Коканчина отправил нас в этот поход 6 лет назад, чтобы захватить монастырь. Если он будет жив, нам не будет покоя от прерывной смуты. С тех пор мы не смогли напасть на след монастыря. Очень хорошо, что мы тебя встретили. Покажи нам Иваева в Бердыке. Услышав, Яков снова впал в отчаяние. Мне придет конец, если не сумею избавиться от них, найти своего сына и сбежать. Тихо запаниковал старик. Перестаньте, дети мои, умоляюще произнес. Не мучайте старика. У меня есть верблюды, лошади, коровы. Если я не буду охранять их, они станут добычей волков. Поэтому я не могу отвезти вас к Жаку. Как мы можем найти его, если не покажешь дорогу? Рассердился Бахурчун. Это я вам скажу. Видите ту большую гору? Да. Если пойдете прямо к ней, легко найдете аил Жакова. Убедившись, что Жаков не собирается идти с ними, Бахурчун и его люди поневоле направились к указанной горе. Радуясь тому, что ему удалось избавиться от китайцев, Жаков глубже надвинул на лоб свой белый колпак, потуже стянул черный ремень на халате с красной верблюжьей шерстью, поспешил обратно домой. Слава Богу, подумал старик, я едва спасся от этих проклятых китайцев. Но что будет с Манасом? Как бы ему не пострадать, если внезапно столкнуться с китайцами? При этих мыслях настроение Жакова снова испортилось. Он замедлил шаг лошади, глубоко задумался. Конечно, Манас теперь у меня не единственный ребенок. Тяжело вздохнул старик. Багулу 2,5 месяца назад родила мальчика. Я устроил пир, забил много скота и назвал его Абыкея. Если Манас погиб, у меня останется этот сын. Однако, после уничтожения Манаса, китайцы могут напасть на меня. А Абыкей еще младенец. Он не сможет не быть мне опорой и заменить своего брата. Качая головой, Жаков чуть не разрыдался. О, жестокий мир, печально подумал он. Стоило меня родиться на старости лет, ребенок, как все, кидается на него со всех сторон. Как мне спасти его? Должен ли я вырубить свой сад или собрать весь свой скот? Или мне уехать в Туркестан, чтобы спасти Манаса? Пока он доехал домой, Жаков замучили такие горькие мысли. Но, добравшись до Аила, он не подал вида, что чем-то опечален, спокойно вошел в дом. Чирда, задумчиво сидевший, увидев старика, поправил на голове белый платок с большими красными цветами, встал с места. С приездом, сказал он. Ты нашел у нас? Нет, не нашел, запинающимся голосом ответил Жак. Боже мой, что он говорит? Разгневался старик. Если не мог найти Манаса, почему вернулся обратно? Или он тебе не нужен? Мне Манас нужен, как и тебе, неодобрительно ответил Жак. Причина, по которой я перестал искать его, пришел домой совсем в другом. В чем? Жак рассказал, как средний китаец обманул, убежал. Учитывая страшную новость, внезапно обессилев, Чирка закрыла лицо руками и горько заплакала. Ненаглядный мой сыночек, запричитала она. Я думала, что все твои враги исчезли, тебе ничего не угрожает. Но, оказывается, над твоей головой снова сгустились черные тучи. Как твои пожилые родители теперь защитят тебя от врагов? Успокойся, жена, начал его дышать Жак. Нет смысла кричать и плакать. Я придумал способ пойти на нас. Далее, давай позовем односельчан и посоветуемся с ними. Хорошо, старик, сказал Чирка, потирая слезы. Что я должен сделать с вами? Скажи слугам, чтобы они пригласили жителей Аила к нам домой. Глава Аила, Балта, мой советник в Бердыке. Пусть все придут сюда. Ладно, ответил Чирка и вышел на улицу. Через час все приглашенные жители Аила собрались возле юрты Жакова.
Дорогие односельчане, торжественно обратился к ним старик, как вы знаете, Манас показал себя смелым человеком, храбро отстаивающим интересы народа. Нашим врагам не понравились его подвиги. Новость о нем дошла до многочисленных айратов и китайцев. Они решили убить Манаса, пока он еще не возмужал и недостаточно силен. Кто тебе это сказал? Недовольно Спартакпат расплюнул на землю. Может быть, это всего лишь слухи, сплетни. И если бы это было так, тяжело вздохнул Жак, к сожалению, это не слухи. Я сам случайно столкнулся с китайцем, который собирается убить Манаса. По их словам, Исенхан, хан Китая, приказал его убрать. Пока Манас жив, оказывается, для китайцев не будет мира и покоя. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я желаю вам всего хорошего. До свидания. До новых встреч.